Привет, это проект «Мамы рулят». И сегодня мы отправились в Центральный детский магазин, чтобы узнать мнение общества на такую важную тему, как воспитание ребенка в современном мире. Как взрослые относятся к детям-блогерам и еще несколько каверзных вопросов, которые и для вас окажутся сюрпризом. Не переключайтесь. Добрый день, это проект «Мамы рулят». Мы хотим задать вам несколько вопросов. У вас есть дети? У меня 3 детей и 7 внуков. У меня пока нет детей. Как вы относитесь к гаджетам? Считаете ли нормальным то, что дети так много времени проводят в телефонах и компьютерах? Я, скажем, против этого. Неважно, сколько мама с папой проводят времени за компьютером, дети ограничат только в основном телефоном. Слишком много ответов. Они не учатся ничего. Мы своим детям позволяем гаджеты. Я не отвергаю 21 век и не думаю, что как-то можно это избежать. Она уже спокойно, в принципе, с телефоном общается, но ей можно смотреть на нем только мультики. Если у тебя нет сети, то у тебя и считай нет. А как относитесь к детям-блогерам? Считаете ли, что раннее блогерство может навредить психике ребенка? Ну, тоже все в меру. Не знаю, это как дети гении, наверное, то же самое. Не все же могут быть блогерами. Если это бесполезный какой-то блог, не знаю, обзор гамбургеров, да, то это глупо. Во-первых, вызывает это восхищение, что они умеют это делать, да? А с другой стороны, конечно, отвлекает от книг, от зрелищных мероприятий. И вот только они целыми днями сидят в этом Инстаграме, и представьте для них, как это интересно, тем более, когда они еще набирают много подписчиков и получают уже какие-то деньги за это. Я считаю, что недопустимо. Скорее негативно. Мне не кажется, что у них достаточно сложившийся кругозор для того, чтобы делиться с кем-то объективно своим мнением. Ну, смотря что понимать, конечно, дети. Некоторые дети в 30 лет. Отлично. Очень хорошо. То есть, если ваш ребенок заведет блог, то вы будете ему помогать его вести и будете полностью содействовать? Да, с удовольствием. Думаю, да. Если это созидательное творчество, которым можно поделиться и найти каких-то собеседников, да, то есть примкнуть к какому-то интересному сообществу, тогда да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к фастфуду? Разрешаете своим детям его есть? И как часто? Вчера ели чипсы. Дети просят иногда пойти какой-нибудь гамбургер съесть. Мы вообще придерживаемся здорового образа жизни, здоровое питание, но иногда делаем такие послабления. Я считаю, что совсем запрещать нельзя. Лет с 5 уже можно ребенка повести. Но я против того, чтобы маленьких детей с 2 лет, допустим, и каждый вечер некоторые родители гуляют на машине, поезжают, вместо того, чтобы приготовить ужин полезный из полезных овощей, фруктов. Мы живем в обществе, где фастфуд существует. Скорее всего, привести, показать ребенку, что это есть, попробовать и посмотреть его реакцию, узнать у него, что он сам на этот счет думает, вкусно ему, невкусно. Можно. Нет. Плохо отношусь. Можно только совсем чуточку картошку без соуса. Но это только если очень-очень захочется. А так пока что нет. И в будущем буду, конечно, не очень хорошо относиться. Я с детьми не хожу в такие заведения, где есть фастфуд. Считаете ли допустимым телесное наказание ребенка? Ой, ударить по руке, да, слегка как бы, да, это, ну, в принципе, да. Дать под одно место иногда слегка, как вариант отрезвить, да, ситуацию какую-то, да, обратить внимание. Но, конечно, рукоплескаться в том понимании, как, да, там, кулаком ударить, еще что-то, конечно, категорично нет. Все в меру должно быть. Телесное наказание не должно причинять боль. Ну, по попке шлепнуть бывает иногда для успокоения. Но так в целом, ну это не сильно все, чтобы не больно, а просто чтобы поняла, что уже зашла за грань. Нет, у нас это не приветствуется. Скажем так, мы воспринимаем любое, скажем так, поведение ребенка как естественное. Когда ребенок маленький, он не осознает, что он делает и как. Он просто повторяет то, что видит или слышит. Поэтому задача взрослого объяснить ребенку, что правильно, что неправильно, и показать хороший, правильный пример. Что такое спиннер? Ну, это такая игрушка, которую надо так держать, она крутится. Спиннер, ну, это игрушка, которая крутится. Да. Вообще она была создана для аутистов, насколько я знаю. Мы увидели, что проблема аутизма широко развита. Да. Спиннер? Вообще не представляю. Спиннер
спиннер, ну что-то связанное со спиной, я не знаю, спиннер. Это такая игрушка из подшипника. Игрушку я знаю, да, которую крутят вот дети, но она, мне кажется, не полезна детям. Мне эта вещь не нравится, я скажу против таких игрушек. Потому что он не несет никакой, скажем так, информативной нагрузки. Я всегда своим детям покупала игры развивающие. Что такое тапнуть? Не знаю. Капут не знаю, что такое. Я такого слова не знаю. Тапнуть. Я понимаю, что я выключена из среды. Вот, скорее всего, мой ребенок не будет знать, что это такое. Нажать. Тапнуть, нажать. Что такое слайм? Свайп. Слайм или свайп? Свайп. Не знаю. Стас, это твое. Тоже не знаю. Нет, не знаю. Слайм тоже не знаю. Слайм. Ну, аналогия слайду, но что это значит, я не смогу объяснить своему ребенку. Ну, это вообще бесполезно для ребенка игрушка. То есть ребенок что-то покрутил, повертел, руки испачкал, и пользы никакой абсолютно. Все, спасибо. Вы все еще кликаете, а не тапаете, когда мы идем к вам. Кстати, какого вы мнения? Делитесь им в комментариях и оставайтесь с нами на нашем канале. Впереди вас ждет много интересного.